дорогие гости моего канала, влюбленные и любимые, а также те, кто стремится к любви и надеется на встречу с этим прекрасным ощущением жизни. Приветствую вас на канале психолога Юрия Томина «Классики любви. Популярная психология любви и брака». В предыдущей лекции мы завершили исследование территории отношений любви и обнаружили многочисленные свидетельства того, насколько сложно и внутренне противоречиво устроены отношения любви, какие высокие требования они предъявляют к личности каждого из партнеров, а также познакомились с гением любви, который овладевает душами влюбленных, устремляя их к запредельной высокой любви. В этой 11-й мини-лекции мы переместимся в жаркую зону отношений любви, где радостно бьются сердца, тело становится чутким как дух, а также бушуют неприкрытые страсти и блуждают в бесконечном поиске люди лунного света. Мы рассмотрим следующие 3 блока вопросов: сексуальные революции, мейнстрим половой жизни, высокие орбиты. Начнем с размышлений над следующим вопросом. Согласны ли вы с тем, что секс является наиболее ценным и наиболее оживляющим из всех жизненных опытов человека? При этом будем также учитывать следующий отрывок из стихотворения Давида Самойлова, похожий на дельфийские максимы из храма бога Аполлона. В страстях, в которых нет таланта, заложено самоубийство или убийство. В наши дни секс нередко называют наиболее естественным, наиболее ценным и наиболее оживляющим из всех жизненных опытов человека. Однако еще в XIX веке, в викторианскую эпоху строгих моральных правил, считалось, что женщин не интересует секс, и они не испытывают сексуальных чувств. Перекочевав в XX век, эти правила и фигуры умолчания о половой жизни столкнулись в публикациях американского сексолога Альфреда Кинси о сексуальном поведении мужчин 1948 год и женщин 1953 год с реальностью, которая потрясла общественное мнение. Можно считать, что это мнение-трясение послужило отправной точкой для признания значимой роли секса в жизни обоих полов, вызвавшего интерес к изучению его различных аспектов: цикла сексуальных реакций, сексуального удовольствия, половой жизни в семье, связа секса и любви, а также выступившего предтечей сексуальной революции 60-х годов и движения хиппи в странах золотого миллиарда. Сексуальные революции. Задолго до сексуальной революции на Западе в России осуществился двойной эксперимент обновления сексуальной жизни. Одна его линия связана с образом жизни культурной элиты Серебряного века и новаторскими художественными откровениями в сфере отношений любви. Другое движение представлено быстро распространившейся в молодежной среде в 20-е годы теорией стакана воды и практикой сексуальной свободы с последующей попыткой властей направить сексуальную стихию в новое общественное русло. Содержание раскрепощающей сексуальную связь теории сводится к простой мысли: любовь, как стакан воды, дается тому, кто его просит. От этой теории молодежь взбесилась. Как водится, на практике теория была выхолощена до бьющих ниже пояса лозунгов. На самом деле Александра Коллонтай искала пути для более любовных, более близких, а следовательно и более счастливых отношений между полами и понимала, что для этого необходимо коренное изменение человеческой психики,
посредством ее обогащения любовной потенцией. На эти поиски Александру Коллонтай вдохновляло опубликованное в 1909 году социально-психологическое исследование сексуального кризиса на рубеже веков австрийской феминистки Гретты Майзель-Хесс. В предисловии к английскому переводу «сексуального кризиса» острие проблемы обозначалось как бессилие общественного прогресса в решении фундаментальной проблемы человечества. Когда человек болен, можем дать таблетку. Хочет пить – воды. Когда он испытывает сексуальную жажду – проститутку или порно. А когда хочет любви, мы не можем дать ничего. Коллонтай разделяла убеждения Майзель-Хесс, что союз мужчины и женщины, основанный на глубоком проникновении друг другом, на гармоническом созвучии душ и тел, останется и для будущего человечества идеалом. Но союз на основе большой любви – редкий дар судьбы, выпадающий на долю немногим избранникам. Решение для обделенных высокой любовью, которое предлагала Майзель-Хесс, заключалось в том, чтобы в случае отсутствия большой любви заменить ее любовью-игрой, которая должна стать трудной, облагораживающей душу школой любви для всего человечества. В теории любовь-игра или эротическая дружба возрождала бы традиции куртуазной любви, закаляла и преображала души, отучая людей от бездонного эгоизма. Предполагалось, что школа любви позволит застраховаться от убийственных стрел эрота, порабощения личности любовной страстью, очистить любовь от ее темных сторон и подготовить психику человека к восприятию великой любви. В практическом плане все было обращено на раскрепощение женщины, которая бы закалила ее сердце и научила отводить любовным переживаниям то подчиненное место, какое они играют в жизни большинства мужчин. Вожди пролетарской революции быстро заметили, что новая мода половых связей стала злым роком многих юношей и девушек и дали задний ход. Луначарский в работе «О быте, молодежь и теория стакана воды» перешел в контратаку. Я считаю знаменитую теорию стакана воды антимарксистской и антиобщественной. В половой жизни проявляется не только природа, но и принесенная культура, будь она возвышенная или низкая. Воздержание для молодежи ничуть не вредно. Чем позже юноша или девушка вступает в брачную жизнь, тем свежее, сильнее, полнее сохраняется он для настоящего брачного счастья, для настоящей подлинной любви и общественной деятельности. Стремление предложить новую, убедительную альтернативу теории стакана воды вылилось в разработанные советским психологом Арном Залкиндом 12 половых заповедей революционного пролетариата. Положения Кодекса сексуальной жизни пролетариата обосновывали требования возврата к традиционным формам отношений полов с воздержанием от ранних связей и половой разборчивостью, необходимостью экономии половой энергии и перевода сексуализированных переживаний на творческие пути. При этом, кроме идеи о возможности массово направить сексуальную энергию в творческое русло, важная роль в планах на обустройство половой жизни светлого будущего отводилась созданию новой эстетики, изменению понятий о красоте, здоровье, мужественности, грезились и новые телесные комбинации. В качестве инструментов строительства интимной жизни новых поколений предлагалось влияние через ценные художественные образцы искусства, а в крайних случаях вмешательство общественных судов. Зигзагом обновления половой жизни масс предшествовал, а затем и параллельно развивался поиск путей приобщения к скрытым потенциалам
творческой энергии любви в среде культурной богемы Российской империи на рубеже XIX-XX веков. В настоящее время богатая событиями личная жизнь деятелей искусства, пестрящая в заголовках новостей многократными яркими браками, скандальными разводами и тщетно скрываемыми сексуальными миграциями, не является чем-то особенным. Но в то время властители дум, поэты, писатели, публицисты, художники и музыканты сознательно настраивали свою личную жизнь на волны вдохновения и смело вовлекались в разнообразные комбинации любовных связей в надежде обнаружить самые драгоценные тайные источники творческого воодушевления. Публицист Василий Розанов считал, что человек искренен в пороке. И в книге «Люди лунного света» попытался обосновать возрождение сексуальности, находящейся, по его мнению, под гнетом христианства. Поэт Владислав Ходосевич в воспоминаниях об атмосфере, царившей в среде художественной элиты того времени, писал: «Символистам само понятие увлечения было противно. Из каждой любви они обязаны были извлекать максимум эмоциональных возможностей. Каждая должна была, по их нравственно-эстетическому кодексу, быть роковой, вечной. Они во всем искали превосходных степеней. Если не удавалось сделать любовь вечной, можно было разлюбить. Но каждое разлюбление и новое влюбление должны были сопровождаться глубочайшими потрясениями, внутренними трагедиями и даже перекраской всего мироощущения». В сопровождении свободной любви представители творческих профессий достигли границы, за которой скрывалась искомая тайна, состоящая, по мнению знатока Серебряного века писателя Дмитрия Быкова, в расчеловечивании, когда переход за эту границу ведет либо к божественному, либо к зверинному в человеке. Неудивительно, что приходящее рано или поздно ощущение безнадежности и той, и другой альтернативы вызывает лишь тоску ярких воспоминаний о наивном, полном радости и горестей процессе поиска любовных озарений. Духовным итогом такого интенсивного пути любовных исканий, как правило, является ощущение одиночества, о чем эти стихи Дмитрия Мережковского. «Стремясь к блаженству и добру, волоча томительные дни, мы все одни, всегда одни. Я жил один, один умру. На стеклах бледного окна потух вечерний полусвет. Любить научит смерть одна, все то, к чему возврата нет». Сексуальные революционеры наших дней, решив, что социально-психологические средства снятия напряжений в половой сфере исчерпаны, все чаще прибегают к новинкам научно-технического прогресса. Подоплеку этих изобретений в области сексуальной жизни с тонким юмором очертил Андрей Платонов в опубликованном в 1926 году памфлете «Антисексус». В стиле коммерческой рекламы аппаратов для мужчин и женщин, позволяющих достигать наслаждения любой длительности по качеству равных тройной степени против прекраснейших из женщин, гарантируется урегулирование половой жизни человечества путем уничтожения сексуальной дикости человека и превращения полового чувства в благородный механизм. В ответ на отрицательный отзыв Чарли Чаплина, что он за живое, мучающееся, смешное, зашедшее в тупик человеческое существо, растратой тощих жизненных соков, покупающее себе миг братства с иным вторичным существом, фирма сообщает, что уже разрабатывает
новую конструкцию антисексуса, действующего не только на половую сферу, но и на высшие нервные центры одновременно, дабы механически создать те бесценные моменты ощущения общности с космосом и дружбы высшего смысла. Каковы же результаты всех этих отчаянных сексуально-революционных усилий? Современные научные инструменты позволяют нам увидеть, по крайней мере, общую картину. Мейнстрим половой жизни. Отношение к эротике и сексуальное поведение являются наиболее интимными вопросами каждой супружеской пары и каждого из партнеров в отдельности. Вместе с тем, в любом обществе в определенный период времени можно выделить основное течение сексуальной жизни, которое выражается в сухой информации о ее усредненных характеристиках. Посмотрим на обыденную картину половой активности современных жителей стран Запада. Частота половых актов в среднем составляет 2 раза в неделю, что в целом соответствует рекомендациям пророка Моисея о не более 10 сношениях в месяц для мужчин. Примерно каждый второй не считает свою сексуальную жизнь удовлетворительной. Около 75% мужчин испытывают оргазм во время полового акта, а среди женщин оргазма достигает примерно только 1 из 3. Почти половина женщин притворяются, что испытывают оргазм. Больше всего секса на протяжении жизни приходится на возраст от 30 до 34 лет. Количество сексуальных партнеров в жизни мужчин в среднем около 7, а у женщин 4. Исследования психологов показывают, что роль секса в удовлетворенности отношениями партнеров несимметрична. Если с сексом все в порядке, то он добавляет 15-20% в общее благополучие отношений, а в случае проблем с половой жизнью может вдвое и даже втрое снизить радости связи с данным партнером. В целом можно предположить, что более половины супружеских пар или партнеров, находящихся в долгосрочной связи, не удовлетворены своей сексуальной жизнью, что нередко становится причиной разрыва отношений. Все это побуждает многих людей самостоятельно или с помощью психологов и сексологов искать возможности для обретения радостей сексуальной жизни. В ходе таких поисков приходит понимание, что достижение желаемой цели лежит на более высоких орбитах сексуальной практики, а выход на них связан с большим осознанием происходящих во время половых актов процессов и освоением необходимых приемов и техник. Высокие орбиты. Западная наука о сексуальности со времен Фрейда направлена главным образом на устранение заторов, возникающих на пути потока сексуальной энергии. В представлениях о роли и месте секса в жизни человека современная психология недалеко ушла от парадигм, популярных в 60-х годах прошлого века, когда американский психолог Эрик Берн в книге «Секс в человеческой жизни» с юмором описывал 2 направления сексологии. Последователей фрейдизма, как хранителей международного стандарта половой жизни, и сторонников школы сравнительного оргазма, приветствующих друг друга словами: «Как вы поживаете в межличностном взаимодействии в области оргазма?» Это вежливая форма вопроса: был ли у вас оргазм, соответствующий стандартному оргазму, хранящемуся под стеклянным колпаком в Национальном бюро стандартов США, рядом со стандартным метром, стандартным килограммом и уже устаревшим стандартным кишечным сокращением. Сам Эрик Берн
выделяет в сексе две цели. Биологическую, которая, являясь результатом эволюционного развития, выступает средством для выработки большого разнообразия организмов с целью создания более приспособленных индивидов, и человеческую, которая представляет собой возможное сочетание 12 разноуровневых целей. Самыми коварными из них выступают цели, связанные с получением в сексе облегчения, удовольствия и развлечения. Дело в том, что в основе удовольствия лежит отклик на невыразимые словами автоматические потребности. А кроме того, автоматически срабатывает механизм ранжирования суммы ощущений и их сравнения с ранее полученной дозой удовлетворения. Отсюда проистекает неосознанное стремление поиска любви через секс, что заведомо обречено на неудачу, поскольку в любви предпочтение навсегда отдается единственному партнеру. Среди высших целей, которым служит секс в человеческой жизни, 3 обусловлены любовью. Секс может быть средством союза и понимания, секс может быть близостью и привязанностью, секс может быть окончательным и обновляющим выражением любви. В своей книге Эрик Берн предпочитает сосредоточиться на цели предшествующего уровня, которую он определяет как набор сексуальных игр, представляющих собой психологические игры между мужчиной и женщиной с использованием постели. Стремлением подняться над человеком играющим отличается подход американского сексолога Дэвида Шнарча, который в поисках средств поддержания страстных чувств в долгосрочных отношениях партнеров предлагает модель плавильного котла, где в сфере сексуальной жизни супругов скрещиваются биологические, эмоциональные и духовные процессы. Эта модель также нацелена на разрешение неизбежных противоречий в отношениях супругов, которые он образно рассматривает как эмоциональный затор на перекрестке. Столкновения на эмоциональном перекрестке всегда связаны с глубинными проблемами и трудно принимаемыми решениями, так что являются суровой проверкой на прочность каждого из партнеров. Фундаментальные проблемы сексуальной жизни включают в себя, например, такие дилеммы, как контроль секса тем из партнеров, у кого присутствует наименьшее сексуальное желание, возможность склонить супруга к сексу, но невозможность заставить его хотеть секса, выбор между сохранением внутренней целостности и принуждениями, обусловленными супружескими отношениями. Дэвид Шнарч также считает, что можно противостоять биологическим неизбежностям. Через 1,5-2 года нейромедиаторы периода влюбленности уходят, что ведет к снижению спонтанного сексуального желания. Например, у женщин базовый уровень тестостерона уменьшается в 20 раз, и они начинают испытывать пониженную сексуальную потребность. С этой целью были изучены и обоснованы условия, которые лежат в основе неувядающей страстности в жизни супругов, а также разработаны практические приемы оживления и поддержания полнокровных близких отношений. В основании модели плавильного котла находится нацеленность на достижение высокого уровня дифференциации, способности быть самим собой во время отношений с партнером. Соответственно, утверждает Дэвид Шнарч, развитие личностей в супружеских отношениях с возрастом ведет к росту их сексуального потенциала и более насыщенным переживаниям в постели по сравнению с сексом молодых тел. Среди разнообразных практических приемов оживления страстности в отношениях предлагается, например, секс с открытыми глазами. Только 15% пар во время оргазма
не закрывают глаз, что, по мнению Дэвида Шнарча, означает широко распространенную выключенность и отстраненность партнера в самые интимные моменты. Освоение приемов плавильного котла для обновления сексуальной жизни супругов ведет не только к углублению интимности и более чувственному сексу, но и повышает способность к более одухотворенному восприятию мира. Для того, чтобы составить представление о связи секса с духовным развитием человека, обратимся с помощью немецкого исследователя восточных традиций Гюнтера Ницше к духовным учениям и практикам, которые многие сотни лет используют сексуальные энергии для достижения просветленного состояния сознания. Их краеугольным камнем выступает медитация, как ощущение единства с универсумом, в которой выделяют два направления: абсолютная неподвижность, парадигма охотника, и высший экстаз, парадигма секса. В медитации посредством сексуального экстаза, как отмечает Ницше, важно понимать, что оргазм не является конечной целью полового акта. Сексуальный потенциал простирается далеко за пределы разрядки, и сексуальность вступает во взаимодействие с духовностью. Этот уровень преображения сознания сопровождается освобождением от романтической любви с ее неизбежными спутниками – эгоизмом, привязанностью, ревностью, собственничеством и своей обратной стороной – ненавистью. На ее месте произрастает чистая, всеобъемлющая любовь, ощущаемая как некая связующая универсум субстанция. Достижение просветленного состояния сознания и ощущение тотальной любви провозглашается как возможность в даосских и тантрических сексуальных практиках, а также в кундалини-йоге. Различаясь в терминологии и технических приемах, они направлены на контролируемую активацию сексуальной энергии, направление ее по восходящим каналам к точке преображения и радиацию оргазмической энергии в тело и сознание. Эти ступени позволяют выйти на так называемую малую орбиту цикла сексуальной энергии. Гораздо более сложным, достижимым лишь единицам, является прорыв к большому циклу космической энергии. Однако здесь мы снова выходим на такие грани переживаний, где стремление к обретению высокой любви радикально размывает границы нашего «я». Более того, согласно Гюнтеру Ницше, практики медитации представляют собой опыты искусственной смерти нашего эго. Эта теория мало изучена и в высшей степени индивидуальна, поэтому в каждой традиции существует многообразие школ и путей, отражающих личный опыт того или иного учителя. Посмотрев одним глазком на высокие орбиты сексуальной жизни, мы не будем углубляться в них, а постараемся, с учетом этого горизонта, взглянуть на бытовую практику любви в ее наиболее традиционной форме брачного союза. В следующей передаче мы познакомимся с наиболее живописным участком жизненного пути любви, на который вступают супружеские пары, и который одновременно является самым трудным испытанием любви. Мы рассмотрим следующие 5 блоков вопросов: таинство брака, изнанка супружества, брачные перспективы, 2 жизни брака, брак с высоким IQ. Для того, чтобы сегодняшние мысли у вас улеглись и не прерывалось движение к цели, которую, надеюсь, вы для себя определили, присоединившись к нашим передачам, в свободное время подумайте над следующими вопросами. Существуют ли в современных обществах практики школы любви? Какие направления совершенствования сексуальной жизни перспективнее – западные или восточные?
Хочу вам пожелать удачи и удовольствия в прохождении наших курсов, а также любви. С вами был психолог Юрий Томин, автор книги «Атлас любви».